Обзор жакета в стиле Шанель крючком от мастера ювелирного кружева Инны Конрадий. Этот жакет был связан в подарок. Идея уже была придумана, название тоже. И мы его назвали совместно с заказчицей «Жемчужина». Цвет у него был специально выбран жемчужный. К нему приготовился жемчужный комплект кружевной с жемчужными натуральными камнями и вот такой вот красивой отделкой. Жемчуг ввязывался. Здесь вот намеренная идет обвязка очень сложной техникой. Это будет потом рассказано. А сейчас про жакет. Имитация шлицы шнуром обязательно есть, как декоративная отделка. Имитация накладного карманчика, но это обманщик. Обязательно стилистическая декоративная тесьма по контуру проймы и по всему периметру жакета. Я бы хотела больше внимания уделить внутренней части жакета, потому что наружная сторона очень эффектная, выровнены, выдержаны все линии. И вот как он смотрится с изнанки. Полотно ровное, создано крючком. Схема узора в группе Telegram, платной закрытой группе Telegram, куда добавляются все желающие по ссылке. И все тонкости создания жакета там загружены уже, все уроки. Как говорится, бери и делай, садись и вяжи. Но у меня есть тонкость по втачиванию рукава и правильной посадки по окату. Обязательно есть скос плеча, есть на рукаве вот такая складка встречная внутренняя, которая дает эффект приподнятого рукава, и складочка оформляет плечо очень эффектно. Тесьму я под мышечной впадине до конца не соединила, чтобы не было толсто в этой части. Разделила толщину тесьмы, акцент сделала по периметру всего, и более тонкий дизайнерский элемент провела по тонким линиям на рукавах, на плече. Каким образом у меня формировалась горловина? Вы видите, что она такая довольно прямоугольной формы, но углы скруглены. Я ее довязывала после первой примерки. Вот эта ширина была очень большая, и я столбиками без накида довязала. И в линии узора вот здесь вот проглядываются эти столбики без накида. Можно было бы закруглить в линию нашей тесьмы, но меня ничего здесь не смущает. Визуально просто выравнивается, подчеркивается ровность тесьмы. Еще какая тонкость. На боковых швах вот, их нету. В боковых линиях швов нету. Также жакет не притален. Прямой крой, полуприлегающий, с запасом на движение 1,5 сантиметра, так как на 44-42 размер. И вот такие вот крючки, застежки широкие в нашем жакете. Крючки не обязательно, в основном жакеты носятся чуть-чуть
распахнутые. Но у Шанель жакеты все очень мягкие и тактильно приятные к телу, что можно эти жакеты одевать просто на белье и быть защищенной. Чтобы была достаточно эффектная красота, мы создали еще камелию. Камелия в стиле Шанель с жемчужными тычинками. Вот такая вот получается красота. Это полностью работа Марии Лавнеевой, камелия и гарнитур Мадемуазель. Вот у нас еще есть в этом комплекте манжеты. Манжеты могут быть съемные как под жакет, так и просто одеваться отдельным комплектом. Но с жакетом это смотрится очень-очень красиво. Застежки магнитные, они очень легко одеваются, снимаются, можно комбинировать. Даже попытались, такая вот прыгучая она, попытались мы поиграть этими магнитиками и вот так соединили вместе два манжета. И если их на горловине соединить, то получается еще вот такой вариант воротничка. Так, сейчас покажу, что это мы придумали. Вот такой маленький облегающий воротничок со стойкой. И впереди вот видно вот такую как брошечка, подвеска смотрится, и со спины тоже. Поэтому из манжет также можно сделать вот такой воротничок. Ну и основной воротник, он со стойкой, с жемчужинами и вот такой вот прям в королевской тематике. Стиль вязания двурядная сетка с пико, очень плотно, очень устойчивая и в то же время мягкая и приятная. Это хлопок. Нитка основного полотна бамбук в оплетке полиэфирного шнура. Он вспушенный, и бамбук в плеточке очень аккуратно обвязан. Вот приближением видно. И воздушность этого, и тепло одновременно этого полотна дает возможность одевать этот жакет только на белье. Вот на просвет видно, так как он легко дышит. Вот, на просвет видно. И в то же время у него очень хорошая фактура тепла. Вот такой небольшой обзор. И хочу, чтобы у вас возникло желание связать вместе такой жакет. Я уже себе позволила его вязать. Сейчас приберу тут лишние детали. Позволила его себе связать, глядя только на заказчицу, проверить свой глазомер, как говорится, на глазок. И при первой примерке у меня удалось. Но скажете вы, на маленький размер легче вязать? Я вам скажу, нет, не легче, потому что уловить длину пропорции от плеча до бедер – это очень сложно. Это нужен опыт в вязании, поэтому приходите в группу, и я вам все поясню, все расскажу, как пользоваться мерками, какими мерками пользоваться, и чтобы вязать онлайн, как можно посадку рукава сделать так, чтобы она была идеально сидела в пройме, втачивание было качественное, и все детали по вязанию, возможно, приталенного жакета, возможно,
полуприлегающего, удлиненного до верхней части бедра, до середины бедра, до нижней части. То есть все, что вам будет интересно по вашей фигуре. Сейчас я обзор завершаю, приглашаю еще раз в свою группу и будем вместе творить любимые наши жакеты Шанель крючком. Немного мастерицы вяжут крючком жакеты Шанель, но достигать всех тонкостей и секретов я уже в течение нескольких лет наработала такой опыт. И, конечно, если говорить про детали, то они играют здесь максимально важную роль. Вы видите, что в основном полотне блеска нету, а на канте есть. Все ниточки взяты из одного содержания. Это для канта это бамбук, и вторую нитку добавили тюлип, который не красится. То есть очень много тонкостей, как стирать, как ухаживать за такими жакетами. Приходите в группу, жду вас с нетерпением.